Выборы, которые прошли в США и которые, несмотря на существовавшую до последнего времени интригу, все-таки их результаты были предсказуемы. Но вот скажу вам откровенно, я лично, как человек, проведший несколько лет в Вашингтоне, в нашем посольстве и следящий на протяжении уже многих десятилетий за, в том числе и внутриамериканской жизнью, не сомневался в том, что победит Барак Обама, несмотря на то, что до последнего момента были колеблющиеся штаты, вы знаете, еще перед самыми выборами говорили, что неизвестно, как проголосуют 9 штатов, правда, 8 из них все-таки проголосовали в результате за Барака Обаму, и только один, Северная Каролина, высказался в пользу Ромни. Но надо сказать, что некоторые и наши комментаторы, и американские комментаторы, внося, видимо, драматизм, всегда же хочется внести соответствующий драматизм, особенно в свой анализ, значит, утверждают, что чуть ли Обама не победил из-за того, что он себя во время Сэнди так проявил, выдающимся таким руководителем, особенно в Нью-Джерси, где он показал, что ему не важны пристрастия партийные, значит, ни жителей, ни губернатора, с которым он там обнимался и вместе действовал весьма эффективно. С республиканцем? С республиканцем, да, естественно. Кстати, очень заметно, наверное, когда видели по телевизору, такой здоровый мужик, губернатор Нью-Джерси. И особенно, когда они обнимались с худеньким Обамой, так сказать, производило такое визуальное впечатление большое. Но действительно, Обама себя проявил как лидер, настоящий лидер. И, конечно, Америка встретила Сэнди совсем по-иному, чем бедствие в Нью-Орлеане несколько лет тому назад. И довольно эффективно с этим справилась. Хотя все говорят, в том числе наши ребята, которые были в Нью-Йорке в это время, я вчера виделся с некоторыми из них, что, в общем, конечно, все-таки телевизионная картинка, она всегда несколько драматизирует то, что происходило на самом деле. Хотя ясно, что беда, в любом случае большая беда. Но американцы к этим бедам уже научили готовиться. И поэтому мне кажется, что это и могло сыграть роль, особенно в связи с тем, что Обама был все время на экране телевизора. Ромни, правда, тоже появлялся постоянно, в том числе и оказывая помощь пострадавшим самолично. Но не это сыграло основную роль. Мне кажется, что все-таки при том огромном раздрае и расколе, который существует в американском обществе, и который мы, кстати, иногда даже до конца не предполагаем, когда не прикасаемся к этому. Я довольно редко сейчас бываю в США, но вот я был в этом году в марте, и когда встречался с американцами, самыми разными специалистами, политологами, да и со своими какими-то давними знакомыми, просто этот раскол почувствовал. Он проходит практически по всем линиям раскола основного в общественном мнении. И политического, и внешнеполитического, и в том, что касается назревших для Америки реформ, в том числе той реформы, которая вот на сегодня, кажется, более-менее все-таки успешно произвел Обама. Хотя республиканцы называют ее Обама-Care, но тем не менее большинство американцев эту реформу медицинского страхования поддерживают. Это, кстати, отразилось на выборах, на результатах выборов тоже. Как это будет работать, это другой вопрос. Но ведь победил Обама при таком огромном уровне безработицы, который существует в США, что вообще не бывает никогда, 8%. Не бывает, а он победил. Значит, американцы все-таки за то, чтобы страной руководил человек, представляющий новое поколение, со свежими взглядами, более толерантный во внешней политике и терпимый. Потому что, конечно, программу его и Ромни в этой области, хотя там много и схожего, конечно, есть, но тем не менее отличает то, что Ромни такой прямолинейный, и обладает таким код вумайн, как сказал во время дискуссии с ним Обама. А Обама все-таки по многим вопросам, не отказываясь, конечно, от миссионерской роли США и от использования, так сказать, возможностей военно-политических
американских, все-таки везде упоминает о том, что необходимо вести переговоры с Ираном. Надо вести переговоры, надо их втягивать, ведь теперь надо санкциями, но одновременно с переговором. По Афганистану, ну, вы знаете, там, конечно, ситуация еще, мы не знаем, как она сложится, когда будут выведены войска, но здесь тоже есть расхождение у них с Ромни, поскольку Обама все-таки настаивает на том, чтобы большую ответственность переложить на афганские власти, максимально сократить пребывание американских войск в Афганистане. У Ромни позиция иная. Он, правда, не возражает против вывода американских сил, но говорит о том, что там должна сохраняться такая флексибилити с точки зрения возможностей, значит, усилить свое присутствие немедленно. Возвращаясь к Китаю, и по китайским сюжетам у них серьезное расхождение. Вы знаете, что Ромни выдвинул целую серию претензий к Китаю. Ну, не говоря о том, что он Китай назвал валютным манипулятором, и были такие, я бы сказал, достаточно жесткие требования предъявлены и в части, связанной с двусторонней торговлей. Как я уже говорил, даже называл открыто противником Китай. У Обамы несколько иная ситуация. Он говорит, что да, у нас есть и противоречия, есть и проблемы, но тем не менее, как две крупнейшие экономики, мы должны искать возможности взаимодействия и так далее. Короче говоря, конечно, Обама гораздо более дипломатичен, чем Ромни. Главное, что он гораздо более современен.